Харе Кришна. Меня зовут Абхиманью Дас. Я являюсь попечителем Бхактивиданта Бог-Траста, созданного Его Божественной милостью Бхактивидантой Свами Прабхупадой в Лос-Анджелесе в 1972 году. Итак, сегодня наше видео будет посвящено такому необычному вопросу. Это вопросу мошенничества, которое связано с деятельностью Бхактивиданта Бог-Траста. Странно, конечно, звучит о том, что такая деятельность, как печатание духовной литературы, особенно книг Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады, каким-то образом, странным образом связана с мошенничеством. То есть эти слова как-то несовместимы. Но это факт. И, конечно же, сам Шрила Прабхупада, учредитель этого траста, Бхактивиданта Бог-Траста, и автор этих книг, естественно, он никакого отношения к этому мошенничеству не имел. И даже наоборот был категорически против, боролся с этим мошенничеством. Но так или иначе это случилось. И чтобы прояснить картину вот случившегося, я бы хотел сегодня немножко об этом рассказать. Но тема эта слишком большая, и мне бы хотелось сегодняшнее видео сделать менее официальным. Поэтому я начну с некоторой классификации, чтобы было понятно, что является или классифицируется как мошенничество, связанное с деятельностью Бхактивиданта Бог-Траста. Ну, к этому можно отнести первое – конфликт интересов. Вот. Далее я подробно расскажу о каждом из вот этих пунктов. Второе – это нарушение авторских прав в виде изменения текстов книг Шрилы Прабхупады. Третье – это ложное попечительство, то есть назначение людей незаконными путями, способами присвоения себе каких-то позиций, положений. И поэтому это тоже очень такое серьезное мошенничество, которое повлекло за собой дальнейшее ухудшение ситуации. Об этом также будет подробно рассказано. Следующий вид мошенничества – это создание незаконных структур или юридических лиц, которые к трасту не имеют абсолютно никакого отношения. И также присвоение названия Бхактивиданта Бог-Траст какими-то незаконно созданными структурами. Следующее – это издание посторонней литературы, которая никак не прописана в трасте, то есть которая написана не Шрилой Прабхупадой и которая Прабхупада категорически запрещал издавать под именем Бхактивиданта Бог-Траст. Следующий вид мошенничества – это незаконное присвоение денежных средств. Потому что Шрила Прабхупада очень четко прописал, каким образом должны распространяться финансовые средства, что должен быть специальный фонд, поделенный пополам на 50%, и как эти средства должны использоваться. Это на самом деле также является большой проблемой. И последнее такое серьезное мошенничество – это раздача так называемых разрешений на печатание книг, незаконная раздача разрешений или так называемых лицензий, а также к этому можно отнести более мелкие виды мошенничества, такие как использование текстов Бхактивиданта Свами Прабхупады в написании своих собственных книг и выставление вот этой информации, которая была написана, содержалась книга Шрилы Прабхупады от своего имени, с какими-то своими собственными изменениями и добавлениями. А также массовое распространение вот этой лживой, ложной информации, которая осуществляется в настоящий момент вот этими разными ложными, незаконными организациями о деятельности траста, о том, что такое вообще траст, а также выставление или существование так называемых порталов или сайтов, как, например, Ведабейс, которые содержат фактически ложную информацию в себе, то есть книги, которые сильно-сильно изменены, отредактированы, которые фактически бесполезны для чтения и опасны даже для чтения для
человека, который будет читать эту литературу в том виде, в котором она там выставлена. И также к незаконной деятельности, но это уже считается не мошенничество, это уже, можно сказать, открытая преступная незаконная деятельность, это попытки всячески замести следы или всячески уйти от ответственности, сделать так, чтобы вот эти все действия, которые были совершены, или вот эта вся деятельность, которая происходила в 70-е годы, 80-е годы, в 90-е и по сей день происходит, чтобы все это было невидимо для окружающих, чтобы это все было скрытно, непонятно. Тогда будет легче обманывать и водить за нас людей. Итак, мы начнем с первого такого серьезного нарушения, это конфликт интересов. Сейчас я поясню, что это такое. Это очень важно понимать, из чего вообще это началось, потому что все вот эти дальнейшие нарушения и вся эта громкая история, связанная с ББТ, все это начинается с вот этого конфликта интересов. Есть такой бхакта, которого зовут Рамешвара Прабху, и раньше он был Рамешвара Свами. Вот этот бхакта сейчас не так давно стал рассылать письма о том, что он был попечителем ББТ, о том, что он был каким-то директором ББТ, что он управлял ББТ. На самом деле эта информация заведомо ложная, потому что Рамешвара Прабху, это я официально объявляю и заявляю, и подкрепляю официальным заявлением от ББТ, что никогда не был и сейчас в данный момент не является попечителем ББТ, потому что он был просто секретарем ББТ. Что же произошло еще во времена Шрилы Прабхупады? Рамешвара Прабху был приведен в общество сознания Кришны своим другом по имени Карандхара Прабху, который был в то время, в начале 70-х годов, был попечителем Бхактивиданта Бук Траста, который потом впоследствии был замещен Хансадутой Прабху. Что произошло дальше? Поскольку Рамешвара Прабху был очень таким грамотным, энергичным, то Шрила Прабхупада поручил ему заниматься тем, чтобы курировать издание книг. То есть это была одна из его обязанностей. Также он стал секретарем траста после 1972 года. То есть Шрила Прабхупада его назначил секретарем ББТ. Что такое секретарь ББТ? Это наемная должность, то есть это наемный работник. То есть этот человек не несет никакой ответственности, у него нет никаких обязанностей попечителя, управленческих обязанностей, потом каких-то обязанностей, связанных с ответственностью, с доверительным управлением. Это просто человек, который исполняет, то есть исполнитель, который должен заниматься координацией. То есть, я так могу некоторые из его обязанностей перечислить. То есть в эти обязанности входило первое – это координация действий и связь с государственными органами. Например, это Библиотека Конгресса США, Офис авторских прав, или Патентное бюро США, или различные издательства, различные организации и так далее и тому подобное. То есть связь и координация, необходимая для деятельности ББТ. То есть это одна из его обязанностей была. Следующая обязанность – это составление финансовых и статистических отчетов. Третье – это получение заказов от президентов храма на поставку литературы или книг, только книг Бхактивиданты Свами Прабхупады, никаких других, президентом храмов. То есть он, с одной стороны, занимался поставкой этих книг, а с другой стороны, он занимался сбором денежных средств. Помимо этого, Рамешвара Прабху также занимался координацией издательской деятельности. Тогда издательская деятельность осуществлялась при помощи юридического лица или организации, которая называлась Искон Пресс. И он просто занимался координацией этой деятельности. Тогда задается вопрос, где же тут тогда конфликт интересов? И я сейчас объясню. Я это также говорил, что существует, в отличие от юридического лица, то есть траст – это фактически то же самое завещание, но только оформлено несколько в иной форме, особая форма завещания. То есть завещание как таковое, оно начинает действовать после, например, смерти того человека, который завещает. И вот этот выгодополучатель получает все эти выгоды или какие-то финансовые средства, или какие-то активы уже после смерти вот этого завещателя. Или не знаю, правильно это слово или нет.
То есть после смерти человека, который завещает что-то. Вот. Что касается траста, то траст начинает действовать немедленно, сразу же после того, как попечители и учредитель подписывают так называемый вот этот acceptance, или принятие траста, или присягу так называемую. То есть вот в этом разница большая. То есть, например, юридическое лицо или организация начинает функционировать сразу же после того, как получает свидетельство о регистрации в государственном органе. Но поскольку траст является формой завещания, то, естественно, регистрация в государственных органах не нужна. Только это просто в обычном ЗАГСе фиксируется, что вот был такой составлен трастовый договор. И после этого, когда подписывается документ, который называется acceptance, траст начинает функционировать. То есть не обязательно ждать, пока умрет учредитель траста. И, естественно, ответственность доверительного управляющего, которым является попечитель, и ответственность так называемого бенефициара в лице Международного общества сознания Кришны, они должны быть четко разделены. Разделяется эта ответственность законодательством штата Калифорния, таким как свод законов о наследственных правах, о завещаниях и трастах. Это трастовый кодекс Калифорнии есть специальный. И там есть 9 раздел, который посвящен трастам. Но принцип такой, что ответственность, то есть лица эти юридически разделены. То есть существует завещатель, то есть существует человек, завещающий что-то, существует доверительный управляющий, и также существует выгодополучатель. То есть это 3 разных лица, физических лица или юридических лица. Вот между ними составляется вот этот вот трастовый договор или вид завещания. И поэтому конфликт интереса возникает, когда кто-то пытается незаконно соединить вместе вот эти 2 разъединенные юридические единицы, такие как попечитель и бенефициар. Вот что сделал Рамешвара Прабху? Он одновременно был президентом храма в Лос-Анджелесе. И Шрила Прабхупада ему неоднократно говорил. То есть это один из поводов, в общем-то, думать, каким образом этот деятель выполнял свои обязанности в качестве секретаря, как он слушался, исполнял те указания, которые давал ему лично Шрила Прабхупада, потому что он непосредственно занимался этим служением под непосредственным руководством Шрилы Прабхупады. То есть попечители BPT, хотя он и являлся секретарем BPT, то есть лицом, подчиненным к попечителям, они никогда не вмешивались в эти взаимоотношения Шрилы Прабхупады и Рамешвары Прабху. Что получилось дальше? Рамешвара Прабху проигнорировал первым делом четкое указание Прабхупады, которое положено было сделать по закону, вот этому трастовому кодексу Калифорнии, где четко говорится, что должен быть открыт счет на траст. То есть он придумал разные поводы, разные интриги плел, чтобы счет этот не открывался, чтобы вся финансовая хозяйственная деятельность проходила по счету Международного общества сознания Кришны или ИСККОН Лос-Анджелес. То есть вот в этом и состоит конфликт интереса. То есть должны быть раздельные счета, потому что это счет юридического лица, который является бенефициаром или ИСККОН, или в данном случае храм Лос-Анджелеса. И второе, это счет, который открывается на траст. То есть это был персональный счет Шрилы Прабхупады. Как это делается? Это делается очень просто. То есть открывается личный счет на одного из попечителей, либо на учредителя. И потом этот счет привязывается к трасту в банке. То есть вот так совершается эта процедура. То есть этот счет ни в коем случае не должен быть коммерческим или счетом, который привязан к какому-то юридическому лицу. То есть это должны быть отдельные счета. В данном случае возникает конфликт интереса, то есть объединение в одно лицо бенефициара и попечителя. И Шрила Прабхупада строго наказывал это сделать. И фактически Рамешвара Прабху саботировал это дело. То есть он пытался держать это под контролем. Дальше потом мы поймем, почему он это делал, с какой целью. Потому что далее последовали более серьезные нарушения за этим. То есть все началось с конфликта интересов. Это все равно, что я, например,
являюсь чьим-то опекуном, а кто-то есть опекаемый, и я все делаю так, что в конце концов вместо этого опекаемого вот я ставлю себя туда главным. Я когда работал, например, в Канаде, то у меня был аналогичный случай, когда домоуправ одного дома, вот или комендант, он поставил свою жену в качестве своего начальника. То есть получается так, что как бы семья работает в своих же собственных интересах, прикрываясь какими-то законными якобы актами или действиями. На самом деле эта деятельность полностью незаконная, фактически, потому что ответственность разделена, и даже Прабхупада четко это обозначил в трастовом договоре, что ИСККОН абсолютно не имеет никакого отношения к деятельности траста, никакого, ни с какой стороны. То есть за деятельностью траста, как говорил Шрила Прабхупада, после его ухода должны наблюдать и управлять этим трастом должны попечители. Вот хорошо, профессионально подготовленные, разбирающиеся. Вот и Прабхупада дал шанс нескольким людям, чтобы они попытались это сделать. Но это отдельная тема, отдельный разговор. То есть я еще раз повторю, что существует разделение ответственности, и когда вот эта ответственность совмещается в одном лице, то есть бенефициар берет на себя роль попечителя, то тогда наступает конфликт интереса. То, естественно, вот это вот управление переходит из разряда в интересах учредителя, оно переходит в интерес бенефициара, что является грубым нарушением трастового закона на самом деле. Я надеюсь, я объяснил достаточно понятно, и каждый может понять, что произошло. То есть это просто откровенное воровство. И когда такие вещи происходят, это надо воспринимать в качестве акта мошенничества, что человек имеет какие-то свои корыстные интересы и пытается таким образом либо оказывать влияние, либо взять под контроль деятельность траста, что является незаконным. И впоследствии Рамешвара Прабху совершил очень серьезное, это уже после ухода Шрилы Прабхупады, очень серьезное профессиональное или должностное преступление, результатом которого стал колоссальный урон, который он нанес деятельности Бхактивиданта Бхакти Траст, последствия которых можно ощущать даже и по сей день. То есть то, что он натворил, то, что он сделал дальше. После ухода Шрилы Прабхупады он взял на себя управление трастом самовольно, незаконно, то есть в одном лице. Начал назначать попечителей незаконно, начал какие-то совершать действия, акции. Началась какая-то вакханалия с изменением книг Шрилы Прабхупады, с изменением текстов, а это уже пошел такой уже более серьезный криминал. Сейчас я уже говорил, что была какая-то такая массовая рассылка произведена по всему миру. Там поучаствовали какие-то сайты, типа krishna.org. И вот эти сайты, они распространяют заведомо ложную информацию, где Рамешвара Прабху, он является попечителем. Но я не буду останавливаться на дальнейшей его судьбе и карьере вот этого деятеля, так называемого, потому что слишком много внимания к таким личностям, как бы они не заслуживают того. Следующее, это очень важное такое вот нарушение или мошенничество, это нарушение авторских прав в виде изменения текста. Но как вот было выявлено специалистами моими, что вот эти вот изменения начали потихоньку внедряться еще в 70-х годах, еще при жизни Шрилы Прабхупады. То есть незаметно, плавно. Вот эта история с Бхагавад-гитой, она очень интересная. Я сейчас не буду рассказывать деталей, но вот это вот желание что-то там поменять, оно началось сначала с каких-то незначительных вещей, и опять-таки все началось с конфликта интереса. То есть Рамешвара Прабху, самовольно взявший на себя управление трастом, как попечитель, хотя таковым он не является, то он просто-напросто дал зеленую улицу другого рода мошенникам, которые стали менять книги Прабхупады с определенным умыслом, чтобы увести людей в сторону, и чтобы не было возможности найти никаких концов. И сейчас вот эти все личности, они создают разные комитеты, коллегии и всякие другие разные организации, которые пытаются оправдаться, что Шрила Прабхупада позволял это делать и даже завещал это делать. Это полная чепуха, потому что это грубейшее нарушение
всех правил и законов. И на самом деле Шрила Прабхупада даже в самой Бхагавад-гите говорит, первый же стих и первая глава, он говорит о том, что ни в коем случае ничего не трогать и не менять. Ничего абсолютно. Как вот сделано, так и сделано. Нет, у кого-то постоянно чешутся руки что-то улучшить. Улучшить. Зачем что-то улучшать, если и так все понятно и ясно? Значит, надо просто-напросто кому-то напустить туман, чтобы было все мутно и непонятно. И тем более это является серьезным нарушением закона, понимаете, закона. Потому что как вот при жизни было выпущено, и как автор хотел, и поскольку Шрила Прабхупада передал авторское право трасту, значит, только настоящие авторитетные попечители могут решать, что является авторитетным, что является неавторитетным, а не какие-то там странные редакторы со странными мыслями и желаниями в голове. Поэтому все их вот эти переделки, не считаются на 100% незаконными от начала и до конца. Если даже такая необходимость существует, если она есть, то я еще раз повторяю, решение об этом принимают настоящие попечители, раз, которые несут за это ответственность, и которые подписались за то, что они несут ответственность за это, а не какие-то странные люди, которые не несут никакой ответственности, просто фигурируют в качестве каких-то должностных лиц. Случайные люди на самом деле и очень странные по своему поведению. Но я даже так скажу, оставлю этот вопрос немножко в стороне. К примеру, может всякое случиться в этой жизни. И я, поскольку вот раньше был военным офицером морским, то могу привести такой очень яркий пример. Например, во время морского боя убивают всех офицеров на корабле, и остается один какой-нибудь лейтенант или какой-нибудь старшина корабельный, который знает какие-то основы управления кораблем, приводит этот корабль обратно в базу, спасает этот корабль, то есть продолжает выполнять задачу боевую, то такого, естественно, офицера, лейтенанта, несмотря на то, что он официально не является командиром корабля, но он знает, что нужно делать, спасает корабль и продолжает делать то, что положено, так сказать, согласно боевой задаче, то такой офицер становится героем. Но если наоборот, какой-то трус или предатель пойдет, сдаст корабль врагу, тем более, если он устроит какой-то бунт на корабле, то, естественно, такой человек, он заслуживает сурового наказания. То же самое здесь. То есть, даже если опустить в сторону все вот эти вот официальные вопросы и все остальное, то можно, в конце концов, согласиться с теми людьми, которые продолжают искренне делать то, что положено, то есть поддерживать порядок существующий. Тогда можно сказать, да, хорошо, эти люди молодцы. Они довели корабль до базы, и если они заслуживают того, они будут вознаграждены хозяином или командиром, или командующим флотом, они будут повышены в звании, потому что они показали себя в деле, что они достойны этого, что они правильно выполняют задачу, поддерживают порядок и спасают положение, они, наоборот, его усугубляют. А когда человек называет себя кем-то, например, попечителем, и редактором, и каким-то еще там менеджером, и директором каких-то организаций, которые он там перечисляет десяток, и причем он не выполняет, и даже не просто не выполняет, а просто грубо нарушает порядок, то есть разрушает порядок вещей, то такого человека следует расценивать как преступника. И в данном случае мы об этом и говорим, что эти люди являются мошенниками. То есть я еще раз повторю, то есть человек, который называет себя грузем, как это говорят по-русски, в русской пословице, он должен, естественно, быть грузем, да, полезать в кузов, а не просто изображать из себя кого-то, да, изображать из себя нечто, кем ты на самом деле не являешься. Естественно, когда такая деятельность начинает процветать, то, во-первых, это, конечно же, привлекает внимание самого Господа, что, естественно, ему не нравится, когда люди, которые называются его представителями, начинают нарушать порядок и устраивать какой-то беспорядок массовый, и какие-то массовые нарушения вносить. Таких людей, естественно, приходится останавливать и пресекать их деятельность. Незаконную деятельность, криминальную деятельность, мошенническую деятельность ее необходимо пресекать. Не уничтожать этих людей физически, а просто делать таким образом, чтобы эти люди были не способны продолжать вот эту деятельность по нарушению порядка определенного, установленного от Шрилы Прабхупады, установленного самим Господом Богом. Следующее серьезное нарушение – это так называемое ложное попечительство. Ложное попечительство. То есть вся история создания BBT отмечена появлением и исчезновением вот этих вот так называемых ложных попечителей.
которые просто себя как-то назначают самовольно, незаконно, не соблюдая элементарные процедуры назначения, не берут на себя никакой ответственности, но зато начинают отдавать какие-то приказы, начинают что-то контролировать, начинают грубо нарушать закон и государственный закон, а также сам этот трастовый договор, то есть грубо нарушать, то есть являются явными антиподами того, что положено делать на самом деле. И сразу это вот началось еще с того, как только Шрила Прабхупада ушел, и сразу вот эти вот желающие захватить BBT, Бхактивиданта Бук Траст настоящий, они тут же себя проявили. Я, может быть, кого-то назову, может быть, кого-то называть не буду, пока что еще, в настоящий момент, потому что эти люди должны понять, что вся их деятельность, она находится под строгим и внимательным наблюдением. Что бы они о себе не думали, что бы они не представляли о себе, но так или иначе, вся их деятельность находится под контролем, даже под контролем самого Господа Бога. Поэтому вот это считается на самом деле грубым актом агрессии, когда ты пытаешься выполнять обязанность, то есть ответственную обязанность, которая требует ответственности, всех форм ответственности, то есть таких личностных взаимоотношений с Богом требует, и с Ачарьей, с Шрилой Прабхупадой. Вместо этого они грубо, по-демонически, имперсонально начинают что-то там делать. Понимаете? Что-то начинают делать. И я еще раз повторю, что вот существуют определенные лица, которые были попечителями. И их на самом деле не так много. Все остальные, которые якобы там назначались, переназначались, что-то делалось, не делалось, то есть это все полная липа до тех пор, пока не будет представлено каких-то лично подтверждающих каких-то документов, что вот это и было так именно, что этот человек был назначен кем-то авторитетно. Я еще раз повторю, как-то принято по закону. То есть если живой учредитель, то есть Шрила Прабхупада, то тогда должна быть какая-то резолюция, подписанная Шрилой Прабхупадой лично, со всеми остальными вместе попечителями, которые существуют сейчас в данный момент. И тогда на место вот этого попечителя убывшего назначается какое-то другое лицо. То есть Шрила Прабхупада является авторитетом в данном случае, законным авторитетом, потому что он учредитель. Если Шрила Прабхупада ушел, его нет физически с нами, то тогда это делается по-другому. То есть во избежание разных криминальных действий, самоназначений и прочее, прочее, прочее делается следующим образом. То есть сначала делается резолюция. То есть каждый человек, отдельно взятый попечитель, должен по месту своего пребывания подписать эту резолюцию и заверить подпись у нотариуса. Если они находятся все в одном месте, в одном государстве, то тогда это сделать легче, их собрать всех вместе, они все идут к нотариусу, подписывают этот документ, что действительно он является авторитетным, у нотариуса заверенным. И потом, для того, чтобы этот документ имел международную силу, юридически признанным во всех странах мира, то есть, чтобы его принимали везде, чтобы он был авторитетным, необходимо после этого идти, например, в России, необходимо после нотариуса идти в Министерство юстиции, либо куда-то в других странах департамент юстиции, или представителем юстиции, например, в США является секретарь штата, но в данном случае секретарь штата Калифорния, и он должен сделать так называемый апостиль или верифицировать подпись нотариуса, что действительно нотариус такой существует на территории этого государства или этого штата, и что он действительно совершил такую запись. То есть это тройной контроль получается. Мне приходилось видеть разные бумаги, к примеру, Пал Кришна Махарадж. Не хочу обидеть его так называемых последователей, потому что фактически, если ты понимаешь, что это за человек и чем он занимается, то тогда невозможно считать учеником его себя, потому что если человек занимается такими вещами, криминальными вещами, то, естественно, нельзя считать такого человека в качестве гуру. Я еще раз повторяю, я не хочу никого лично обидеть, затронуть, но действия такие необходимо расценивать именно так. Если, например, он сам себя назначает, понимаете, сам себя назначил, стоит подпись якобы Шрилы Прабхупада, что Шрила Прабхупада его назначил попечителем BBT. Ну что это за глупость такая?
Где тогда подписи остальных попечителей на тот момент, а именно Бали Мардана Прабу и Хансадуты Прабу? Где? Нету их. Это один момент. Второй момент. Вместо настоящей подписи Шрилы Прабхупады стоит резиновая печать факсимиле, которую купили где-то в лавке за 5 рупий и сделали такой вот липовый документ назначения. И свидетелем является Тамал Кришна Махарадж. И наоборот, второй документ, что Тамал Кришна Махарадж становится попечителем, а его назначает Гопал Кришна Махарадж. То есть ни один, ни второй, не являясь попечителем, друг друга назначают самовольно. Аналогичного образа попечителями были Харикеша, Свами, так называемый. Также, кто был таким же попечителем, мошенником? Это был вот тот же самый Рамешвара, который себя сам назначил. То есть самоназначенный, то есть с грубым нарушением всех правил и законов. Но, с другой стороны, хоть эти люди себя назначили, но они не торопились выполнять обязанности, то есть они забыли, что нужно кроме этого подписать еще второй документ, acceptance, или принятие этого траста. И тогда они вступают в полномочия. Но эти люди этого не сделали, в конце концов, они не взяли на себя никакой ответственности. И поэтому ни в одном суде, нигде, ничего, никак, то есть нельзя будет доказать, что эти люди имели хоть какое-то отношение к BBT, хоть как-то. То есть вся их деятельность является преступной. И на самом деле вот их вот эта деятельность в качестве ложных попечителей, она является грубым нарушением закона и нанесла трасту, Бхактивиданта Бук Трасту, колоссальный урон, то есть исчисляемый миллиардами долларов. То есть вот эта вот деятельность таких вот деятелей, это можете себе представить, какой они нанесли ущерб Шриле Прабхупаде и его движению. Вот такие деятели, которые не понимают, что нужно нести ответственность, что нужно строго соблюдать, что тебе доверили эту должность. Но я хочу остановиться немножко на том вообще, какова история попечительства. Это отдельный очень серьезный вопрос. То есть, как мы знаем, Шрила Прабхупада назначил еще 2 человек в качестве попечителей. Это был Бали Мардан Прабу и Карандхара Прабу. Но в 1974 году по разным причинам Карандхара Прабу был снят за то, что он нарушил вот эту вот доверительность, и на его место был назначен Хансадута Прабу. Ну и также функцию попечителя при жизни, функцию старшего попечителя исполнял сам Шрила Прабхупада. То есть он сам занимался управлением траста. И что произошло дальше? То есть есть некоторые основания полагать, что вот эта вот сама система траста была кем-то специально очень хорошо поломана. То есть сначала первым делом выбыл из строя Бали Мардана Прабу, потому что он еще в 1976 году начал злоупотреблять своим положением, но и был удален, отстранен от управления Исконом. Он в то же время одновременно был еще и GBC и так далее. То есть он был снят, отстранен, его отправили в Австралию. И фактически он отошел. То есть на момент ухода Шрилы Прабхупады, то есть когда ушел еще и Шрила Прабхупада, то есть единственным законным попечителем остался Хансадута Прабу. Потому что есть документ, есть резолюция, подписанная самим Шрилой Прабхупадой. Есть документ, который находится в архиве, в Бхактивиданта архиве, который подтверждает этот факт. Потом вдруг ни с того ни с сего назначение каких-то странных людей, ты уже повторил, Гопал Кришна Махарадж, Тамал Кришна Махарадж, Бхагаван Прабу, Рамешвара Прабу, или уже тогда он был с вами. То есть вопрос тогда, кто им позволил, и в курсе ли был Хансадута Прабу? Я вам скажу совершенно железно, что нет, он был не в курсе всего этого, потому что начался серьезный прессинг на него, потому что единственный способ завладеть авторскими правами был незаконный способ, то есть уничтожить как таковое BBT, чтобы оно развалилось, то есть чтобы все попечители вышли как-то либо из строя, либо как-то их физически уничтожить, либо как-то их, то есть сделать так, чтобы просто траст перестал существовать, и таким образом можно себе все присвоить. И представить и показать, что ты якобы являешься настоящим попечителем. Но на самом деле все это не так. И эти люди просчитались. То есть как они не старались, то есть Прабхупада так все хорошо продумал, что какие-то претензии можно предъявить только законным путем через специальный probate court, или суд вот этот по наследственным правам или по правам завещания.
То есть и обратиться в этот суд может только бенефициар, который прописан в этом трастовом договоре. Этим трастовым договоре бенефициаром является Международное общество сознания Кришны, зарегистрированное в Нью-Йорке в 1966 году. Шрила Прабхупада категорически был против, и он несколько раз, и многократно даже говорил о том, что так называемая GBC это является всего лишь навсего координационным комитетом или каким-то советом. Члены GBC должны переизбираться каждые 3 года. На каждые 7 храмов должен быть один представитель GBC. И вот это чисто должен быть координационный совет. Ни в коем случае этот какой-то GBC не берет на себя и никогда не может взять на себя функцию представительства ИСККОНа. Что сейчас происходит? Но это отдельный разговор по поводу вот этой организации GBC Западная Бенгалия. Чем она занимается? И что она делает на протяжении вот этих последних десятилетий после ухода Шрилы Прабхупады? Это отдельный большой разговор. То есть организация это не имеет никакого права вмешиваться в деятельность Бхактивиданта Бог Траст, и особенно в такую политику, связанную с изменением книг. То есть сохранение авторских прав является святой обязанностью попечителей, а не кого-то другого. Вот и поэтому вот это вот ложное попечительство привело к дальнейшим проблемам, к дальнейшим нарушениям и мошенничествам. Ну, к примеру, Харикеша с вами, являясь вот этим ложным попечителем, то есть он насоздавал, везде ездил по всему свету, насоздавал разные ложные трасты, то есть он регистрировал юридические лица, их называл трастом. Это все равно, что я буду регистрировать какие-то фирмы и скажу, что вот это индивидуальное предприятие какое-то, рога и копыта, что оно является каким-то открытым акционерным обществом. То есть это какой-то полный абсурд, противоречие. То есть не может такого быть. Не может. То есть вообще никакой регистрации, как уже я сказал, траст не требует. Это просто соглашение, это завещание, форма завещания определенная, действующая. Поэтому какие-то регистрации. Вот он ездил, зарегистрировал, например, в Лихтенштейне государство, которое является, анклавом полукриминальным. Вот он зарегистрировал там тоже так называемый Бхактивиданта Бук Траст, какой-то, то есть название использовал Бхактивиданта Бук Траст, а это просто какая-то организация, юридическое лицо, которое трастом не является как таковая. И потом от имени вот этого так называемого траста левого, поскольку там как-то ученик его был юристом, который ему помог, он организовал разрешение напечатания книги Бхагавад-гиты. То есть это грубейшее нарушение авторского права, когда Джайадвайта Махарадж изменил Бхагавад-гиту в 1983 году, у них не было никакого шанса эту Бхагавад-гиту издать, потому что в любом издательстве спросят: покажите документ, что вы являетесь собственником авторского права. И вот этот вот деятель Харикеша с вами, что он сделал? Он сделал вот это вот левое или незаконное разрешение напечатания книги. Таким образом, Джайадвайта с вами напечатал свою измененную Бхагавад-гиту, никем не авторизованную, никем не проверяемую, написал, что ему в голову взбредет, а возможно, то, что ему дали команду написать некие люди или какие-то силы. Вот, вполне возможно такое даже допустить, потому что явно видится, тенденция прослеживается увести совершенно в другую сторону, затоптать ногами и пылью все засыпать, чтобы не было ничего видно и понятно. То есть зачем менять что-то, если оно предельно ясно все, под предлогом каких-то якобы грамматических ошибок? А тем более, что тебя это никак не касается, то есть ты не несешь ответственности никакой за это, ты что-то меняешь, не оставляешь свои имена после этого. То есть существует закон, в котором сказано, если ты в книжке что-то поменял, ты должен отметиться, что ты поменял. Но опять-таки, если это издательство, которому принадлежат авторские права, издательство, юридическое лицо, значит тогда на себя берет ответственность директор этого издательства. Вот если он что-то меняет не авторитетно, без разрешения автора или того, кто несет ответственность, этот груз ответственности авторского права, то тогда такой человек совершает уголовное преступление просто, вот и все. И, естественно, такого человека необходимо наказать за это. Дальше, следующим таким серьезным мошенничеством является создание незаконных структур или юридических лиц, фактически, то есть которые не являются трастами.
и присвоение себе названий, таких как Бхактивиданта Бук Траст и так далее. То есть это из ряда вон выходящая наглость. То есть эти люди, которые такими вещами занимаются, они просто потеряли полностью совесть и пытаются что-то сделать или доказать. Ну, я хочу сказать такую интересную вещь, что вот эта вот организация, которая сейчас существует и представляет себя Bhaktivedanta Book Trust International или Global, то есть это абсолютно на 100% криминальная организация, которая ничего общего с трастом Шрилы Прабхупады не имеет. Они присвоили себе нагло название, присвоили себе нагло без разрешения логотип, они поменяли авторские права, они делают нечто, что на все 100% является криминалом. Они действуют не согласно трастовому договору, который составил Шрила Прабхупада, а действуют согласно своего собственного устава, который абсолютно отличается от того, что сделал Шрила Прабхупада. Также была незаконно создана организация BBT Индия. Это тоже негодяйская организация, которая занимается непонятно чем. Потому что они якобы написали, что Шрила Прабхупада оставил авторские права каким-то родственникам, либо кому-то еще, либо, как вот я нашел в 2019 году, Гопал Кришна Махарадж письмо оставил, это письмо у меня есть в наличии. То есть хотелось бы спросить, о чем Махарадж-то думал, и вообще как его можно Махараджем после этого называть, и верным последователем Шрилы Прабхупады, если он такие вещи допускает. То есть просто фальшивая подделка, где он пишет, нагло пишет, что Шрила Прабхупада лично ему передал авторские права все. Эта бумага лежит в офисе авторских прав в библиотеке Конгресса США. То есть понимаете, насколько это серьезно. То есть это не мои какие-то слухи или домыслы. Когда я этот документ увидел, то меня это, естественно, возмутило. Я решил понять, что диктовало или что заставило этого человека совершить такой поступок. И как его после этого можно назвать попечителем. Или каким-то учеником Прабхупады, который фактически нанес Прабхупаде колоссальный урон. То есть он хочет украсть все, что Прабхупада сделал, и присвоить это себе. И при этом не нести никакой ответственности, просто контролировать и контролировать. То есть вот мы сталкиваемся с такими серьезными вещами. Знаете, просто если немножко отвлечься от вот этой такой тяжелой ноты, то мне, конечно, было очень тяжело, когда я все вот это узнавал. Я сразу же вспомнил о тех многих людях, о тех санкиртанщиках, о тех преданных бхактах, которые столько лет продвигали все это вперед. И когда ты узнаешь, кто стоит за спинами этих людей, кто руководит вот этой всей деятельностью, просто, знаете, становится крайне тяжело. Возникает так называемый когнитивный диссонанс. Или такое чувство, что вся земля под твоими ногами куда-то обрушивается в ад. То есть ты просто не находишь себе опорой, просто чтобы совладать с собой, тебе приходится прилагать гигантские усилия, потому что когда с таким сталкиваешься и думаешь, это просто не просто люди где-то там заблудились или какие-то амбиции хотят показать, это вообще непонятно, что происходит. Это такое грубейшее и бессовестное нарушение порядка, установленного Прабхупадой и самим Кришной, что это просто, естественно, требует сначала такого внимательного изучения, трезвого, спокойного, а потом, естественно, остановки или пресечения таких действий. Как бы эти люди ни пытались, ни старались, то есть деятельность этих людей будет обязательно пресечена и остановлена. Дальше, следующее серьезное нарушение – это издание посторонней литературы, мошенничество. То есть была издана так называемая Прабхупада Лиламрита, которая является абсолютно лживой книжкой, такой полной интриг и прочее. То есть там фактически, может быть, факты какие-то изложены правильно, но подача этих фактов тоже заслуживает очень большого внимания. То есть это называется «наводить тень на плетень». Следующая книга – это «Ведическое кулинарное искусство». Следующая – это книги так называемых махараджей. Например, 13 глава Бхагавад-гиты. Или вот эта безумная книга, которая называется «Система Варнашрамы». Личные впечатления Харикеша с вами. То есть он сам придумал что-то, нечто слишком политизированное, и тоже там на ней стоит значок BBT. На каком основании? Я думаю, если бы Прабхупада был живой и увидел, что этот негодяй сделал такой поступок, написал вот эту книжонку, из-за которой у наших вайшнавов в Советском Союзе были огромнейшие проблемы из-за вот этой книжки. Потому что там конкретно были призывы экстремистские в этой книге к свержению власти и установлению вот этой системы Варнашрамы. То есть на каком основании эта книга была издана вообще? Кто продиктовал или прошептал? Я так думаю, сам дьявол ему продиктовал и прошептал сделать эту книгу.
Или, например, книжки, которые написал Джайадвайта Свами в 2015 году и получил за это премию в 2016 году. Лучший писатель иудейской литературы. Какое отношение этот писатель имеет к Бхактивиданта Бук Траст? Я вам скажу, что абсолютно никакого отношения он не имеет. Пусть он свои награды идет и получает, и делает, занимается своей деятельностью там, откуда он пришел. То есть он фактически является нарушителем закона, который будет просто серьезно наказан. Даже если не здесь на земле, то будет наказан Ямараджем за то, что он натворил и сделал вообще. Следующие книжки, которые были сделаны и напечатаны, это книга «Путь домой» Радханатхи Свами, а также масса другой литературы, которая была выпущена под знаком BBT. Или, к примеру, у нас в России была выпущена книга «История ИСККОН в СССР». Вот что там за история написана, и кто ее проверял, и что это такое вообще. То есть, понимаете, в чем проблема? То, что вот эти вот организации левые, вот эти ненастоящие, они действуют по своему уставу. В этом уставе прописано, что выпуск ведической литературы и иной литературы. Нет, ребята, у Прабхупады в договоре написано в Трастном, только мои книги выпускаются под знаком Бхактивиданта Бук Траст. Только написанные мной книги. И написано ясно, четко, что вот он список книг, которые должны контролироваться, выпускаться Бхактивиданта Бук Траст. Только мои книги. Я еще раз, третий раз повторю. Прабхупада четко сказал, только мои книги, написанные мной до этого времени, перечислен список, либо книги, которые будут написаны после того, как было создано BBT. Поэтому какие-то вот эти несанкционированные действия, естественно, за такие вещи должны люди получать наказание за нарушение, грубейшее нарушение законов. Следующее – это незаконное разбазаривание денежных средств. Потому что Шрила Прабхупада четко прописал, что все средства, поступающие от распространения его книг по всему миру, должны поступать на счет Бхактивиданта Бук Траст. Трастовый счет Бхактивиданта Бук Траст, а не какой-то счет ИСККОН Калифорния, Бхактивиданта Бук Траст Интернешнл или каких-то других еще непонятных организаций, или Бхактивиданта Бук Траст Индия. Кстати говоря, по поводу Бхактивиданта Бук Траст Индия, забыл сказать, что эта организация тоже является юридическим лицом, то есть никаким не трастом. Есть устав, в котором тоже прописано выпуск ведической литературы. Ну тогда сразу понятно становится. То есть если этот документ, устав, он уже в принципе отличается по форме от договора, и когда говорят людям, что это траст, значит это не траст, это просто какая-то организация липовая, которая украла название Бхактивиданта Бук Траста и пытается им пользоваться. То есть получается так, что Прабхупада прописал, что 50% денежных средств должны тратиться на фонд недвижимого имущества, на развитие ИСККОН, и вторая половина должна использоваться для воспроизводства книг. Каких книг? Естественно, не каких-то кулинарных книг и не каких-то книг авторского такого вот собственного сочинения, собственных спекуляций и впечатлений от путешествий или от чего-то другого. Это должна быть четкая инструкция, которая от Кришны. Прабхупада донес до нас инструкции. Это надо понимать важность. Этим людям необходимо понять важность того, что сделал Прабхупада. И как они все это дело растащили, разбомбили, разворовали. Следующее нарушение – это раздача разрешений на печатание книг. Раздача. То есть как человек, который украл, может что-то раздавать? Никак. Ответ однозначный – никак. Потому что это не твое. Естественно, ты сам этого разрешения не имеешь, чтобы давать его кому-то другим. Поэтому существует организация, вот, например, Krishna Book Incorporated. Весьма странная организация. То есть она была создана 3 лицами, учредителями вот этой организации. И все 3 учредителей являются весьма странными людьми. Весьма странными людьми. То есть они якобы выпускают книги Шрилы Прабхупады. То есть это по поводу вот этих вот так называемых ритвиков и прочее, прочее. Это, видимо, отдельный очень большой разговор. Я не хочу сейчас это затрагивать. И какова их роль тоже в разрушении Бхактивиданта Бук Траста и все остальное. То есть это очень-очень серьезный вопрос. И надо понимать, какие силы за этим стоят. Бояться этих людей не надо. Необходимо продолжать дальше методически дело, исполнять обязанности, потому что Кришна говорит в Бхагавад-гите, если ты исполняешь обязанности, значит тогда
ты защищен, тебе не будут приходить реакции. Если ты занимаешься самодеятельностью, значит, ты обязательно получишь реакции, греховные реакции за то, что ты сделал не так, за то, что тебе дали ресурс, что ты принес туда, куда надо, доставил, а ты вместо этого занимаешься непонятно чем. Ну вот такая краткая история мошенничеств, связанных с ББТ и вокруг ББТ. И хотелось бы мне сказать еще одну попутную историю, связанную с Bhaktivedanta Book Trust. То есть это так называемые суды. Это можно расценить как еще один из видов мошенничества, отдельный. То есть это подача в суд на попечителя настоящего Хансадуту Прабху. То есть первый раз это была подача сделана в 1990 году в Сингапуре. Есть один так называемый Ритвик-гуру, которого зовут Сундара Гопал, и которого так явно и очень буйно почитают представители так называемых ритвиков из горячих ключей Краснодарского края у нас здесь, в России. То есть они не понимают, с кем они связались и что это за человек. Фактически этот человек работал на главного организатора вот этих вот всех разрушений и в ББТ, и в Исконе, Тамал Кришна Махараджа. Что он натворил, это, как говорится, Господь ему судья. На самом деле, я не хочу его обсуждать. И в 1990 году вот этот деятель, он подал в суд на Хансадуту Прабху. Усомнился, по команде подал в суд, усомнился в том, что Хансадута Прабху является официальным попечителем. В этом, конечно, огромная проблема, что действительно Хансадута Прабху был юридически безграмотным, неподкованным, да он даже школу не закончил как таковую. Но, по крайней мере, он был предан Шриле Прабхупаде, и вот это спасло ситуацию, спасло положение. И хотя бы была вот эта ниточка, одна единственная, что вот этот документ, резолюция, которую никак нельзя было обойти, которую подписал Прабхупада и Балимардана Прабху о его назначении в 1974 году попечителем ББТ. То есть официальный документ этот существует, реально существует. И вот этот вот Сундара Гопал попытался подать на него в суд. Естественно, когда он пришел в суд, сказали: документы представьте, пожалуйста, подтверждающие ваше попечительство, и что вы действительно являетесь собственником авторских прав. И сразу же он сдулся. То есть сказал: у меня таких документов нет. И тогда сказали, это был 90-й год, Сингапур, сказали, что если у вас какие-то проблемы есть, идите разбирайтесь в Америке, это американский траст, и поэтому вы должны в Калифорнии разбираться в специальном суде. Здесь ничем мы вам помочь не можем, извините. И после этого вот этот вот деятель Сундара Гопал Прабху организовал погром в храме с поджогом, с запугиванием тех бхакт, которые попытались ему воспрепятствовать. То есть этот человек сейчас из себя изображает какого-то гуру, понимаете, или какого-то представителя Прабхупады, занимался вот такими вот непонятными делами. И вряд ли он осознал и понял, что он сделал, потому что вот его последователи, так называемые последователи, непонятно кому они последуют, Прабхупаде или кому, потому что Прабхупада категорически был против вот таких дел, криминальных, незаконных. И поэтому это 90-й год закончился ничем. И вот эта кампания вся, она готовилась долго. И в 98 году была предпринята вторая серьезная попытка наезд на Хансадуту Прабху. Конечно, Хансадута Прабху был не святым человеком. И, конечно, он сделал очень много ошибок. Очень много ошибок сделал, которые дали повод для разного рода людей как-то судить о нем, что-то говорить о нем, какие-то вещи. Но так или иначе, он по мере своих возможностей пытался защитить и траст, и самого Шрилу Прабхупада от вот этих постоянных нападок, от попыток сломать и развалить все. Но суд 1998 года был очень интересным. И, кстати, сказать к слову, что вот этот вот Рамешвара Прабху, о котором мы говорили с самого начала, он как-то заявился в суд и представлял себя попечителем ББТ. И когда судья потребовал предъявить документы, подтверждающие это, он не смог выполнить это требование и был с позором удален за лжесвидетельство. То есть его удалили из зала суда. То есть никогда в жизни он не был ни попечителем, никем, он просто был наемным работником, секретарем, который должен был исполнять свои обязанности, который исполнял их плохо, который взял на себя слишком много ответственности, не положенной ему. Таким образом, привел в упадок все то, что сделал Прабхупада. То есть совсем перевернул все не в ту сторону. И поэтому ходят разговоры усиленные
ходят усиленные разговоры о том, что якобы Хансадута Прабху, что он продал свое попечительство, кому-то продал. Ну, то есть эта идея сама настолько абсурдна, что можно продать попечительство кому-то, то есть это просто не укладывается в голове. Это, к примеру, меня поставили сторожем, то есть мне доверили чей-то склад охранять, а я каким-то ворам, например, за деньги, да, за какие-то 5 копеек продам и скажу: вы поохраняйте, вот я вам продаю свою должность сторожа. Естественно, это называется пустить козла в огород. На самом деле серьезнейшее должностное преступление, которое должно привести, в общем-то, немедленно к дисквалификации. Естественно, вот этому шагу такому предшествовало такой прессинг, то есть выматывание. То есть Хансадуту Прабху на протяжении года целого там выматывали, деньги все из него вытягивали через вот эти все суды. И потом вот этот юрист, который якобы взялся ему помогать, то есть выскочил как черт из табакерки и взялся ему помогать, оказался потом предателем. То есть он деньги, которые предназначались, якобы выкуп такой, выкуп, что Хансадута Прабху отказывается от своего попечительства в пользу вот этого Бхактивиданта Бук Траста, и таким образом он становится директором вот этого Krishna Book Incorporated. Но вот эти положенные деньги юрист, так называемый, Гупта, он их просто стащил. Понимаете, стащил, украл. Он не донес даже. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что, видно, это было специально задумано заранее, потому что они поняли, что если они это совершат, то они сами таким образом совершат преступление. То есть купить должность сторожа, то есть доверительного охранника такого, или человека, которому доверена охрана, он как может продать? Да никак, потому что это не его личная собственность, чтобы продавать. А как можно продать должность? Тем более, если ты отвечаешь, если ты несешь ответственность за это. Никак. То есть это полный абсурд получается. Ну как-то, я так понимаю, что сам Кришна и сам Прабхупада, наверное, в эту ситуацию вмешались, потому что этот мошенник Гупта убежал с деньгами, деньги не были заплачены, и, естественно, было составлено мировое соглашение. Почему? К чему это привело? Потому что вот эти были длинные наезды, всякие разные были интриги. Ну, к примеру, пытались они в суде доказать, что Шрила Прабхупада был, например, наемным работником, что он не был учредителем траста, что вот это было создано издательство давным-давно, а Шрила Прабхупада был специально какой-то такой коллективный автор, каких-то индийцев привезли, и вот они создали, ну вот только за такие вещи нужно вырвать язык и оторвать голову таким людям, за такие мысли только, что они пытались любой ценой присвоить себе то, что им не положено было. Например, в этом деле, которое, естественно, было у Хансадуты Прабху, много очень интересных вещей, которые показывают, что за люди на него нападали. То есть они не гнушались ничем. То есть они пытались любой ценой присвоить себе что-то. Опять-таки, повторяю, то, что им не принадлежит. И они всячески пытались и грязью облить, и доказать, что это так, и так, и так, и все вот, что вот он неправильно все делает, что он там и пьянствует, что и показали какие-то вырезки из газеты, что он там где-то пулеметы подкатил, грузовик с пулеметами. Вот. Но это на самом деле эта вся история была преувеличена. Один раз его действительно, но там воздействие очень сильное шло. Таких примеров очень много. Психологическое воздействие, когда человек просто срывается. Но Хансадута Прабху отбил все их атаки. Но когда он, в конце концов, они пришли к судье, то есть надо было как-то подводить итог, и судья уже порядком устал, они предложили какое-то мировое соглашение составить. Якобы, чтобы и тем, и другим было хорошо, что вот как раз и предложили, что мы тебе деньги, а ты нам должность, вот и все, и тогда мы от тебя отстанем, мы не будем тебя выматывать. Ну и Хансадута Прабху после целого года вот этих судилищ бесконечных, он как-то пошел на этот шаг, уже ослабленный совершенно. Но опять-таки, говорю, вмешался сам Господь, видимо, и все это было расстроено. То есть дело в том, что этот Гупта, адвокат, украл деньги. То есть сделка-то, мировое соглашение, так и не было заключено. И поэтому Хансадута Прабху снова подал в суд на Гупту. После этого Гупта был снят. С него были сняты вот адвокатские регалии все целый год. Но потом где-то кого-то пошел, подкупил.
и опять вернул себе все эти адвокатские дела. То есть он снова стал адвокатом. А Хансалута Прабху в 2003 году разослал письмо соответствующее, то есть согласно законодательству США и, естественно, международному законодательству, если мировое соглашение не было выполнено, то тогда все остаются при своих интересах, вот и все. Никто никому ничего не обязан. То есть Хансалута Прабху как был, так и остался попечителем BBT. Вот поэтому всякие разные вот выводы разных там ритвиков, так называемых ложных, не настоящих ритвиков. И вот что говорят так называемые ритвики, что якобы Хансалута Прабху продал и отказался от своей должности, что поэтому он потерял все, он ничего не потерял. И об этом было написано в этом письме, написано извещение. Если это так, я просто объясняю всем вот этим вот так называемым знатокам разным и специалистам, как из BBT International, также и ритвикам так называемым, что существует, если мировое соглашение, то должен быть так называемый исполнительный лист, что это мировое соглашение выполнено, в котором подписывается обе стороны, что и та сторона довольна, и эта сторона довольна. То есть, если мне будет представлен вот такой документ, что исполнительный лист судебный, что Хансалута Прабху получил деньги и был удовлетворен, а таким образом должность попечителей была передана Бхактивиданта Буктрасту, то тогда я сразу же сдамся. Но такого документа не может быть в принципе, потому что тогда, если это случилось на самом деле, я устрою настоящий кошмар вот этим вот так называемым попечителям, которые таким образом получили незаконно доступ к активам BBT через подкуп. Это называется уголовно наказуемым преступлением. Такие вещи. Подкуп должностного лица. И поэтому такая деятельность, она совершенно незаконна. Поэтому, чтобы что-то доказать, и вот я хотел вообще в принципе сказать, что если кто-то хочет пойти куда-то в суд, предъявить какие-то там претензии, что-то еще, сказать, что вот, а я вот лучше могу сделать. Нам не надо лучше, нам надо так, как положено, уважаемые господа. Надо сделать так, как положено, как сказали вам сделать. Ваша обязанность поддерживать порядок, а не создавать какой-то свой собственный порядок или нарушать порядок вещей, тем самым приводя в беспокойство всех и вся. И в первую очередь самого Шрилу Прабхупаду, которого просто пытаются всячески оболгать, пытаются всячески запутать все это. И я хочу сказать, что сейчас у нас как раз отмечается 125-летие Шрилы Прабхупады, явление Шрилы Прабхупады в 1896 году. Как раз я думаю, что это очень хороший подарок для всех бхакт, чтобы они понимали, что происходило, и как вот эти люди, они отблагодарили Шрилу Прабхупаду за тот бесценный дар, который он им оставил. Вот я думаю, что на этом мы закончим. Спасибо за внимание. Харе Кришна. Sharanam